Вторая часть по Бруталексу. Ждали? Я вот не особо. Вообще крайне странная ситуация. Этот видос хоть и является прямым продолжением предыдущего, но проходя 6-й этап у меня было стойкое ощущение того, что я играю в совершенно другой мод, потому что процентов 90 от того, что я рассказывал в первой части, здесь стало просто неактуально. Я понимаю, что забегаю далеко вперед, но просто для примера. В первой части я называл трусогриб бесполезным, здесь я его активно использовал. Говорил, что невидимка со шкатулкой это худший мудак во вселенной, а здесь на его место пришло еще 10 новых мудаков. Называл демогриб неюзабельной фигней, тут он мне уровни вообще в соло тащил. Говорил в конце концов, что ромашка это полная хуйня. Ну, тут я был в принципе прав. 6-й этап в этом моде это гребаная исчадие ада, а прошлые 5 локаций, показанные мною в первой части, даже первого уровня ночной крыши не стоит. И ною я не просто так. В общей сложности здесь я проиграл 149, сука, раз. До этого видео я бы никогда в жизни не подумал, что растение против зомби может быть настолько сложное, и каждый уровень воспринимался как долбежка головой в кирпичную стену, а их тут, я напоминаю, 10. Ну, короче, да, вот он долгожданное кем-то там прохождение 6-го этапа в Brutal X моде. Кстати, вот не знаю как вы, но я лично ощутимо так приохуел, когда узнал, что на ПВЗ вообще делаются моды. Одно дело там Майнкрафт, например, игра песочница, добавив в нее что-то свое напрашивается само собой, но старенький Tower Defense 2009 года это уже куда более странный выбор. Вообще, тех, кто отвечает за игровой процесс в играх, называют геймдизайнерами. Если вот дизайнить всякие ПВЗ моды, это хоть и забавно, но не особо престижно, а то вот принимать участие в создании крупных AAA проектов хотели бы многие. Онлайн-школа XYZ School проводит набор на курс геймдизайнер. Программа рассчитана на год и является одной из лучших на рынке. За первые 4 месяца ты создашь продвинутый прототип шутера от третьего лица и освоишь все навыки, необходимые геймдизайнеру. От поиска идеи создания прототипов до постановки ТЗ и составления документации. Еще 4 месяца будут посвящены системному подходу к повествованию в играх, анализ существующих механик, понимание ограничений, которые они накладывают на нарратив, и как раскрыть их потенциал. В финале обучения за 8 месяцев студенты начнут освоение левел-дизайна, разберутся, как управлять вниманием игрока, строить навигацию, делать арены и работать с игровым пространством. Преподаватели курса работали над Atomic Heart, Assassin's Creed Valhalla и Rainbow Six Siege, так что изнанку индустрии знают не понаслышке и научат всем тонкостям этого направления. Больше подробностей по ссылке в описании. Там же, кстати, будет бесплатный тест для определения специализации, если еще не решил, с чего начать свой путь в геймдев. Удачи в обучении, а мы возвращаемся на крышу. Куда, блять? Так как оригинальную кампанию мы прошли уже полностью, доступны нам почти все растения в игре, а обделены мы остались разве что имитатором и вот этой вот штукой для лечения орехов. И вот если в оригинале каждое новое полученное растение недвусмысленно намекало на то, что при помощи него можно контрить новых зомби, ну типа там против катапульчика пальмы использовать или против чела с дверью дымогриб, то тут такого нету и подавно, и о том, как контрить некоторых зомби, нужно просто, сука, догадываться. Банальнейший пример — это зомби-призрак с коробкой, он, оказывается, контрится фонарем, и типа вроде бы как в какой-то степени логично, хотя ладно, нихуя это не логично, но на самом деле случай это еще далеко не самый конченый. Первый уровень ночной крыши имеет вот такую вот ебейшую комбинацию из зомби, и все бы ничего, но игра реально просто не видит разницы между тем, чтобы упустить в самом начале обычного зомби, который и от спаргриба спокойно умрет, и тем, чтобы по приколу ебануть газетчика в ведре, которого вот как хочешь, так и контри. Прошел этот уровень с 10-й попытки, и вы привыкаете, что в начале каждого описания уровня я буду так невзначай пихать вам в ебальник число своих проигрышей, потому что заниматься этим я планирую до конца видоса. Ну так вот, начал я такой проходить первый уровень, собираю растения, которыми планирую отбиваться, и вижу, что ромашка каким-то хуем 450 солнышек стоит. Ну я сначала опешил так слегка, в честь чего такие изменения-то, но быстро смекнул, что забыл переключиться с обычного Brutal мода на Brutal X, что тотчас же пошел исправлять. Лучше бы я, конечно, этого не делал, была у меня все-таки возможность пройти ночную крышу в обычном Брутале и наврать вам, что это X, но я видеоблогер честный, так что врубаю. Не, ну вот это разговор уже другой. 125 за придурка этого уже приемлемо. Возвращаемся к прохождению. Здраво оценив весь суповой набор в своей голове, я построил такой вот план. Прочных зомби здесь всего двое. Горохострел с дверью и обычный с лестницей. Остальные все слабачки. Следовательно, против них можно будет и горохострелами спокойно отбиваться. Ну а этих танков магнитами контрить. В моей голове это звучало идеально. И я уж побежал все это реализовывать, но споткнулся о банальную невозможность адекватно развиться на этой локации. Тут, если вы не заметили, ночь. Солнце с неба не падает. С проблемой этой мы, конечно, сталкивались и ранее, но там все решалось использованием спарогрибов для убийства первых зомби и фарма стартового капитала. Тут же такое не прокатит, потому что это крыша, у которой есть скос, а доступно нам всего 4 ряда горшков, поэтому спарогрибы потеряли очков так миллиард своей юзабельности. Использовать их нам, очевидно, все еще приходится, но из-за того, что ставим мы их вот тут, простреливать они могут всего лишь одну клетку от себя, что для обычного-то зомби мало, а для всяких газетчиков с ведром и подавно. Что же нам тогда делать? В первую очередь в голову приходят мины. Их использовать я пытался, но выяснил, что по экономике это в самом начале бьет ой-ой-ой, и через несколько попыток я от них отказался. Далее я подумал,
подумал, что проблема именно в самой тактике, которую я выбрал, ну то есть в горохострелах с магнитами, и решил сменить уже ее. Пробовал я и кошка-мыши, и звездоплоды с чесноками, и звездоплоды с магнитами, ничего, естественно, из этого не вышло, потому что все, что я перечислил, очень дорого, и остановился я в итоге на капустопультах с трусогрибами. Так как админ не отказался, для того, чтобы получить шанс на нормальное развитие в начале, я решил пожертвовать несколькими рядами, ну и в целом эта схема вполне успешно сработала. Трусогрибы как полноценные оборонительные растения я, очевидно, не использовал, они мне нужны были вот в такие моменты. О нет, идет зомби с газонокосилкой, сейчас он давит мои супер крутые капустопушки, что же мне делать? И тут на помощь он, собственно, и приходит. Ставишь его ряд с этим зомби, ставишь свой палец на левую кнопку мыши и начинаешь хуярить по ней как не в себя. Без жертв, естественно, не обходится, одного вот все-таки задавили, но вовремя высаженный бловер столкновение с моей капустопушкой предотвратил. Горохострельных зомби я тоже вполне успешно контрил теми же споры и трусогрибами, только вот вторым стрелять уже было в этот раз не обязательно. Более того, я нашел способ убивать двух зайцев сразу. Как мы помним, после того, как могилоед съедает растения, в горшке остается вот эта вот размазня, которую ну разве что выкопать можно, чтобы не мешалось. Но вот в чем приколюха. Лепешка это умеет поглощать вражеские горошины и служить крайне неплохим щитом. То есть, обобщая вот это вот все, мы и солнышки за их съедение получаем, и катапульты наши защищаем. Под конец, задув всех зомбарей на крыше, остались только эти два ледогриба. Сейчас я прям очень жалею, что не додумался одного из них гипногрибом завербовать, потому что посмотреть на их месилово было бы очень даже прикольно. Ну и в конце никакого нового растения мы не получаем. Дают нам разве что мешок монет, только, ну хотя бы не поебалу, и на этом спасибо. Второй уровень встречает нас вот такими вот зомби. Вроде бы ничего сложного, как контрить катапульты и шары мы знаем, остальные все слабачки какие-то и по идее никаких проблем доставить не должны. Да и стоило бы уже привыкнуть к тому, что первый уровень локации очень сложный, а все остальные довольно лайтовые. Это я сейчас не рассуждаю на ходу, это те мысли, которые у меня были в голове, когда я только-только перешел на этот левел. И охо-хо-хо-хо, каким я, блядь, был, сука, наивным. 39 попыток у меня ушло на то, чтобы это пройти. За все эти разы я умудрился поменять свою тактику раз 15 и примерно столько же переосмыслить свою жизнь. Этот уровень, это просто пиздец. Он умудряется вызывать у меня сложности даже сейчас после его прохождения, потому что я реально не знаю, как структурировать свой рассказ о нем, чтобы вы полностью все это прочувствовали. Ну типа серьезно, а похожая ситуация у меня была до этого разве что с порталами в хардмоде, который я только на 28 раз смог пройти. Но это был уровень с конвейером, и никакие тактики выдумывать не надо было, а просто используй растения, которые дают, и надейся на благоволение рандома. Это же обычный уровень, где ты сам должен выбрать семена, и как про него рассказывать, я вообще не знаю. Не, ну остается, конечно, все еще вариант с банальным перечислением всех попыток и описанием того, как я там слился. Ну, кстати. Первая попытка. Для борьбы с шарами взял рогозы, для остальных сиамские горохострелы. Не успел развиться в начале, и зомби задушили количеством. Вторая попытка. Растения те же, рестартнул в самом начале. Третья попытка. Вроде повезло со спавном зомби в начале, но ближе к первой волне пришел попрыгун и перепрыгнул мою газонокосилку. Четвертая попытка. Взял кабачка как дополнительного саппорта, снова задушили количеством. Пятая попытка. Вместо горохострела взял звездоплод, в самом начале уровня из-за мисклика выкопал свой горшок. Рестарт. Шестая попытка. Растения те же, вышла куча газонокосильщиков и задавила мои ряды. Седьмая попытка. Поставил спорогрид не туда, куда хотел. Рестарт. Восьмая попытка. Взял трусогриба, все шло даже не совсем уж плохо, а смог даже 2 звездоплода высадить, но снова зомби с шестом проигнорировал мою косилку. Девятая попытка. Заменил кошка-мышь на горохострел, снова не повезло со спавном зомби, снова рестарт. Десятая попытка. Растения те же, обнаружил такой прикол. Если, находясь на четвертом ряду, горохострел выстрелит арбузом или мечом, то скос крыши ему не помешает, и снаряд спокойно долетит до зомби, но в любом случае проебал. Одиннадцатая попытка. Заменил звезду на ледогриб, понадеявшись только на горохострелов. Горохострелы со своей задачей не справились, рестарт. 12-я попытка. Тактика та же, смог пережить аж первую волну. Все шло неплохо, но как выяснилось, одних бловеров для борьбы с зомби на шариках недостаточно, проиграл. Попытка 13. Полностью сменил свою тактику, взяв мракогрибы и чеснок. Шло все крайне неплохо, проиграл только из-за того, что не смог добить лоу-хпшного прыгуна. Попытка 14. Сразу менять не стало, не повезло со спавном зомби, не успел выставить второй гриб, проиграл. Попытка 15. Заменил бловер на камыш. Неправильно расставил приоритеты и вместо того, чтобы проапгрейдить дымогриб на мракогриба, решил поставить второй дымогриб. Не смог добить газонокосильщика. 16-я попытка. Вернулся к тактике с обычными дымогрибами. Снова не повезло со спавном зомби. 17-я попытка. Взял зернопульту. Поставленная перед зомби с конусом мина не успела взойти. 18-я попытка. Вместо мины взял гипногриб. Как выяснилось, газонокосильщика он не контрит. Кто бы мог подумать. 19-я попытка. Те же растения снова задушили зомби. 20-я попытка. Юбилей ебать. Снова дымогрибы, но теперь с орехами. Зомби с газонокосилкой вышел именно на ряду, где у меня было больше всего солнцедающих растений. Естественно, рестарт. Попытка 21. Все шло подозрительно хорошо до момента, пока не вышли 2 газонокосильщика. Попытка 22, ну как всегда, короче. Попытка 23, опять все вроде бы неплохо, но на ряду без косилки вышел попрыгун с дорожным знаком, а шанс на то, чтобы ваншотнуть всех зомби у бловера благополучно не прокнул. Попытка 25, забыл оставить один ряд сзади для арбузов, и ставить мне их было по сути просто некуда, а потом снова прыгуны прискакали, ну и вы знаете, короче. 26-я попытка, первыми зомби вышли 2 уёбка с конусами, контрить мне их было нечем, рестарт. Попытка 27, тут проще показать, чем что-то говорить. Попытка 28, взял 3 стрел, вопрос нахуя.
Попытка 29. Я, блять, уже даже не знаю, кого мне больше ненавидеть. Кабачка, который по зомби попасть не может, или прыгуна, который мастерски его и вводит. Попытка 30. О таком в приличном обществе говорить не принято. Ну и пока я от безысходности иду поливать цветочки в саду дзен, наверное, нужно сделать небольшой перерыв. Как нетрудно догадаться, проблема здесь даже по сути не в атакующих растениях. Проблема именно в ебаной душниловке, которую мне создавали зомби в самом начале. Расфармиться тут, как я уже говорил, очень трудно, а усложняет весь этот процесс RNG-система, влияние которой, ну, очень, сука, огромное в этом моде. RNG, кто не знает, расшифровывается как Random Number Generator, что уже в свою очередь переводится как генератор случайных чисел. Ну, короче, так пиндоса обозначает то, что это не они сосут в игре, а игра просто к ним несправедлива со своим рандомом. Ну так вот, RNG было и в оригинальной ПВЗ без всяких там модов. Даже элементарно играя в конвейерный уровень, если вам просто вовремя не выпал инстакил растения и зомби умудрился забежать к вам в дом, это тоже влияние RNG. Но здесь это просто доводится до абсурда, не позволяя адекватно играть в игру. Вот, например, начинается уровень, выходят 4 зомби по одному на каждых линиях. Контрить мне их, естественно, нечем, но в принципе кому не похуй. Мне. Спаунрейт тут просто ёбнутый, и по большей части тут меня рандом и ебал больше всего. Ну или вот, 4 прыгуна, ставлю бловер, шанс не срабатывает, никто не умер, я сосу хуй, смело можно переигрывать. Под первой частью в комментариях я часто видел, как жалеют мои нервные клетки, наивно полагаю, что хотя бы один из тех 50 уровней смог меня разозлить. Но я вас уверяю, во время их прохождения у меня ни один мускул на лице не дернулся, и если в каких-то моментах вам могло показаться, что я там как-то бомблю, то это всего лишь моя превосходная актерская игра. Тут же я горел прям люто. Я, конечно, в какой-то степени привык ко всем этим хардкорам ПВЗшным, но 39 попыток тратить на один уровень, ну даже для меня слишком. Это я еще спустя время подостыл, и в какой-то степени даже жалею, что не записывал свои впечатления прямо во время прохождения. Но, с другой стороны, меня бы YouTube забанил просто за количество мата на секунду хронометража, так что, возможно, не особо-то и много вы потеряли. Возвращаясь к уровню, очень большую роль, помимо, естественно, недостатка солнца, играла невозможность иметь достаточное количество саппортов, а они тут очень сильно нужны. Отбиваться от зомби только атакерами мы не можем, потому что в самом начале у нас их, блять, нет, в то время как количество идущих зомби просто конченое, и делать что-то с ними нужно сразу. Типа вот идет зомби по линии, на которой растений нет вообще, а выследить их и не получится либо из-за того, что они еще не перезарядились, либо потому что не хватает солнца, либо зомби уже слишком близко и посаженное растение просто не успеет ничего сделать, либо все вместе, блять, причин множество, и тут на помощь саппорты и приходят. Поставил бловер, вишню, кабачок, фонарь или еще что-нибудь, что под конкретную ситуацию подходит, и шансов не потерять линию уже куда больше. Но вот проблема как раз в том, что взять с собой весь перечисленный мной список разом нельзя, поэтому выбирать нужно с умом. Фонарь, например, просто необходим, за свою цену он слишком хорош, он и станет зомби ненадолго, и еще перманентно скорость ему уменьшает. Бловер тоже очень важен, думшрумы здесь нихуево так подорожали, и за счет этого сильно потеряли своей эффективности, поэтому он отлично подходит им на замену. Ну и в случае, если не поможет ни то, ни другое, нужен уже третий саппорт, ну и тут, соответственно, на выбор. Это уже 3 занятых слота, а нам нужно еще 3 на подсолнух, прогрипп и горшок, 1 под растения контрящие шарики, 1 под пальму для катапульчиков, минимум 1 под атакера, и тут получается уже 9. Столько мы как бы и имеем. Мы вроде бы все хорошо, здорово, но проблема в том, что я сейчас назвал прям самые минимальные требования для прохождения уровня, и эти 9 слотов все еще ужимают нас в очень узкие рамки. Очень много раз во время прохождения эта проблема давала о себе знать. Я уже давненько начал задумываться о том, как лучше всего накопить на этот несчастный 10-й слот. Ну и проиграв 33 раз из-за вот этой вот хуйни, я не знаю, как это называется, напишите в комментариях, я реально спохватился и начал искать способ заработать денежек. Тут у меня сейчас реально будет разрыв всех шаблонов и канонов жанра, где в видосах про компанию проходят только компанию, даже не затрагивая мини-игры, так что готовьтесь. Первое, что мне пришло в голову, это сад дзен, но идея эта оказалась неудачной по 2 причинам. Во-первых, продавать растения мы тут до сих пор по какой-то причине не можем, а во-вторых, я свои ромашки за все это время уже полюбил, и даже если бы мог, ни за что бы этого не сделал. Дальше подумал о пазлах, но там я смог бы заработать всего 3 алмаза и 15 золотых монет, что мне погода особо бы не сделала, так что тоже мимо. На полном серьезе ради лишней 1000 играть в и так очевидно усложненными играми тоже особо не хотелось, разве что боулинг подумывал опробовать, но там таких денег, естественно, не достать. Ну и уже почти смирившись со своим положением и участью проходить игру всего с 9 слотами, я решил напоследок прочекать секретные мини-игры. Рандомно тыкнул на эту иконку и попал на вот такой вот уровень. Ну я такой, выглядит легко, зомби обычные, чё бы не попробовать. Взял буквально самые первые растения и пошел воевать. Высаживал там, значит, подсолнухи и хуяк йети вышел. Ну разработчик прикололся, думаю, но не будут же с них как в оригинале алмазы падать, да? Нихуя. Я, блять, поклясться готов, что ничего не знал о секретных мини-играх в этом моде, и к этой золотой жиле меня привела в натуре судьба. ХП у Йети довольно много, а растения, как видите, по большей части у меня тут пососные, так что большая часть чудиков этих уходила просто за экран. Но даже при всем при этом, пройдя эти 2 несчастные волны, я мог себе позволить уже чуть ли не трижды этот 10-й слот купить. Что же мы теперь имеем? У меня есть 10-й слот, следовательно, в игре у меня стало куда больше возможностей, чем было раньше. Что же в этот 10-й слот я засуну? Все просто, второе солнечное растение. Вы скажете, я еблан, зачем мне сразу и подсолнух, и солнцегриб?
тип, это же невыгодно и тратит много места. Но нет, нет и нет, стратегия эта охуительная, и вот почему. Во-первых, на 6-м этапе мы стартуем не с 50 солнышками, как на предыдущих локациях, а сразу с 100, так что в самом начале уровня мы можем одновременно поставить сразу 2 солнечных растения, а не одно, как раньше. Во-вторых, с точки зрения распределения места это тоже никак не мешает. 2 ряда сан-продюсеров нам нужно в любом случае, а с этой тактикой 2 ряда высаживаются крайне быстро. И тут уже чисто ваш моральный выбор. Вы либо останавливаетесь на этом числе, либо начинаете срать подсолнухами и грибами во все свободные горшки, и ни один из этих вариантов ошибочным не будет. Добиться финансовой независимости, играя таким образом, куда легче, но надеяться на удачно вышедших зомби все еще приходится. Что ж, проблему с солнцем мы решили, осталась вторая. Нужно подобрать тактику. Как вы могли понять, между 33 и 39 попытками было всего лишь 5 неудачных, а значит ошибся я с ее выбором всего лишь 5 раз. Это уже многое говорит о моем потрясающем интеллекте, но сейчас я вас поражу окончательно, сказав, что подобрала я уже на 36-й, просто как всегда спаунрейт говна поел, и меня опять задушили всякие конусы и прыгуны. Не уверен, что стоит описывать каждую неудачную стратегию, потому что по сути я это уже сделал, рассказывая про свои проигрыши, так что сразу к финальной и по совместительству самой пиздатой, лучше вы не подберете. Значит, из атакующих растений у меня фумшрумы, а в качестве третьего саппорта я взял ледогриб. Тут даже у него есть микробаффы. Во-первых, заморозка от него гораздо дольше длится, а во-вторых, урон, который он наносит при использовании, стал чуть более заметным. Да, кто не знал, в оригинале морозный гриб не только всех замораживал, но и наносил небольшой урон всем замороженным зомби. Но урон тут был супер маленький, чтобы убить одного обычного зомби, нужно было высадить аж 10 штук этих грибов. Тут же он чуть побольше, и местами это прям в глаза бросалось, когда после заморозки у зомби рука отлетала, например. И даже учитывая, что в конечном итоге благодаря этой тактике победу я и держал, это еще не значит, что после высадки всех нужных растений проблемы с уровнем мигом исчезли. ДПС-а, урона в секунду, все еще очень мало, а против нас довольно крепкие зомби как-никак, поэтому не всех получалось успешно убивать. Проблемы в основном были очевидны с газонокосильщиками и катапульчиками. С первыми ясно все, гниды ебаные, а про вторых чуть поподробнее. Что тут, что в оригинале шары, которыми стреляют катапульчики, не бесконечные, поэтому после того, как они у них заканчивались, они благополучно ехали вперед давить мои растения. И вот смотрите, что у меня тут случалось. В обычной ситуации, когда катапульчик подъезжал вот сюда, его мог дамажить один дымогриб, урона которого по сути хватало для того, чтобы добить его до того, как у него кончатся шарики. Но тут есть свой подвох. Кактусу в этом моде прикрутили способность своими колючками иногда отталкивать зомби немного назад, буквально на полклетки. Если в борьбе с обычными мертвяганами эта фишка помогает, то вот если отталкивающая колючка попадет в катапульту, на нашем огороде начинается сущий пиздец. Теперь катапульту не задевает дымогриб, задеть может только кактус, а у кактуса пронзающей атаки нету, поэтому чтобы попасть по катапультчику, нужно, чтобы перед ним не было никаких других зомби. Такие ситуации, естественно, случаются крайне редко, потому что, о боже мой, кто бы мог подумать, зомби здесь всегда дохуище, и добросав все свои шарики, он вальяжно начинает таранить мой крышный огород. Случалось это у меня, блядь, трижды, и все 3 раза на одной и той же линии. Причем доходило до абсурдного, а тут кактус запушил катапульту на самой верхней линии, но над ней прилетел зомби на шаре с чесноком в руках, а запаха чеснока катапульта решила сменить свой ряд и встала именно на тот самый проблемный. Но даже это еще не все. Как только мой ряд ослаблялся после наезда со стороны катапультчика, каждый раз появлялся зомби с газонокосилкой и решал додавить там все до конца. Благо в такие моменты меня спасал либо бловер, либо моя охуительная реакция, когда я умудрялся... успеть выкопать подсолнух, поставить на его место спарагриб, выкопать другой подсолнух, поставить на его место фонарь ровно в момент, когда зомби будет вплотную к растению и не дать ему задавить ёбаную пальму. Правда, прям после него шел еще один газонокосильщик, и с ним такие приколы уже не сработали. Так что земля пухом пальма, а завтра выходишь работать 5 через 2. Еще, кстати, похвастаю, завершил уровень, потеряв всего одну косилку, и то вполне мог ее не терять, просто один раз я реально не заметил, что наряду без кактуса летел зомби на шаре. Я тут вообще, как я понял, на что-то отвлекся, потому что мне на этом моменте даже солнышки и монеты пропадать начали. Так что если бы мне это недоразумение, то я мог бы гордиться статусом психопата, прошедшего эту хуйню на 39 раз без потери газонокосилок. Ну и так на добивочку. За все эти бесконечные проигрыши я заметил, что бловер всех ваншотает не с каким-то шансом, а в зависимости от количества врагов на поле. То есть, например, если зомби идет 2 или 3, то урона по ним вообще почти не будет, и они только замедлятся. А если вот идет орда из 20, то там урон уже будет очень даже хороший и убьет почти всех. С годами приходит опыт. С 38 проебами в ПВЗ приходит нервный срыв, депрессия, булимия, расстройство аутистического спектра, желтуха, гангрена, туберкулез, альцгеймер и знание принципа работы бловера в ебаном китайском кайза-моде. Уровень 63. Уже улавливаю ваш немой вопрос, можно ли выдыхать с облегчением, можно, разрешаю. Третий уровень вообще ни в какое сравнение с предыдущим не идет. Да, прошел его только с 3-й попытки, но, во-первых, вас это ебать не должно, а во-вторых... Не понял, это что за форма такая причудливая? Неужели я сам того не осознавая выстрелил из подсолнуха в пенис? Да, ситуация, конечно, патовая. Придется выкопать, чтобы никто не увидел того позора.
Хотя, господи, что я творю? Нужно ведь заскринить это и отправить в мой дискорд-сервер. Мой дискорд-сервер — это замечательное место для всей семьи, где я постоянно отвисаю и болтаю с подписчиками. Вау, сколько хвалебных отзывов, какое дружелюбное комьюнити. О, в канале про зашквар Рэндом Шорта новое обсуждение. Что же это? О, Рэндом Шорт! Охренеть! Надеюсь, у него получится отмыться от этого позора. Переходи на мой сервер по ссылке в описании и не забудь написать мне в ЛС перфоратор. Зачем, узнаешь позже. Что ж, засаживаю обратно писечный подсолнух, и мы продолжаем. Ну, короче, да, зомби тут крайне простые, и зная фишечку с капустопульты, про которую я в прошлой части рассказывал, пройти его ясен хуй никакого труда не составит. Тут же, кстати, еще и новый зомби появляется. Знакомьтесь, хуйлан с лопатой. Работает по принципу раздавил растение и оставил на клетке кратер. Звучит, конечно, как ебаное уебство, но на деле он легко контрится выкапыванием растения прямо перед ним в нужный тайминг. Чтобы умереть он успел, а кратер оставить нет. Ну и соответственно, без особых выебонов уровень не прошел. Орехи от капусты отлетали вообще на ура. Ну а зомбони иногда хоть и были проблемой, но не столь критичной. Еще на этом уровне можно увидеть такое аномальное явление, как замороженный зомбони. Вас-то, наверное, не особо удивляет, так что давайте немного введу вас в контекст. В оригинале зомбони вообще никак не заморозить. Ни ледогриб, ни какой-нибудь ледяной горох на него не действует. Тут, в принципе, эти растения против них тоже бесполезные, но вот вишня после своего взрыва их заморозить может. Так что это чисто такая эксклюзивная фишечка данного мода. Так, ну а теперь обратно набирайте воздуха в легкие и держите там, пока я не дам команду снова выдохнуть, потому что дальше у нас очередной уёбский, мерзкий, конченый, мудацкий уровень 6,4. В чем же здесь проблема? Кто бы мог подумать, в зомби. Сочетание максимально мерзкое. Зомби 6 просто могут спокойно появляться задолго до первой волны. Футболистов я просто недооценивал, потому что вот эта их ускоренная версия просто невыносимая и бороться с ней невероятно сложно. Ну и на вершине всей этой иерархии мразотства находится зомби-перец, который по КД будет бахать нам линию за линией, не давая шанса на восстановление. Просто чтобы вы понимали, если бы в этой шайке не было зомби-перса, то уровень я прошел бы со второй попытки, не с 29-й, а со второй. Вот, собственно, и она. Шло мне тут вообще все замечательно, смог выставить 2 магнита против футболистов и 2 линии дымогрибов для их непосредственного добивания. Остальные зомби особо не мешали. Но первая волна прошла, начали выходить персы и просто к хуям повзрывали все мои линии. А игра права отыграться не дает. Потерял ряд, а на нем 2 футболиста прут. Твои проблемы. Вместе с атакующими растениями, важно подметить, взрываются и солнечные, что тоже очень и очень плохо, потому что это сильно бьет по экономике, что в свою очередь бьет по ДПСу, потому что денег на восстановление не хватает. И даже если после очередного взрыва перса каким-то чудом оказывается достаточно солнца для восстановления ряда, то тут вас знакомят с еще одной крайне мешающей мелочью, а именно перезарядка горшков. Ты не сможешь молниеносно восстановить потерянные растения, как сделал бы на любой другой локации, потому что независимо от вида растения, которое ты хочешь посадить, тебе нужен будет горшок. А посадить ты захочешь все потерянные растения, потому что, блять, более важных и менее важных здесь нету. Важны тут все одинаково, и даже от потери какого-то одного дымогриба из 10 высаженных на лужайке ты будешь чувствовать себя куда менее комфортно. Это раньше я мог чисто прикола ради ромашку за 125 солнца поставить на край поля, жертвуя подсолнухом. Тут же у меня каждый бесплатный гриб на вес золота, и потеря даже его геймплейна будет ощущаться крайне и крайне болезненно. Проиграв уровень на второй попытке, я в очередной раз ошибочно посчитал, что проблема была именно в моей тактике, и решил набрать каких-то других растений. И некоторые из выбираемых мной позже стратегий даже имели смысл, как вот это вот, например, но в любом случае подход у меня был совершенно неправильный. Как бороться со всеми этими футболистами и прыгунами за столько неудачных попыток я уже 1000 раз придумал. Проблемой оставались только персы, и проблемой по ощущениям реально нерешаемой. Серьезно, здесь просто не важна твоя тактика. Какая разница, высадил ты арбузы, дымогрибы, звездоплоды, если все равно после первой волны это все нахуй сгорит. И я был просто в недоумении. До этого, когда я проигрывал, я понимал, что именно моя стратегия не идеальна. Растения, например, дамажат плохо или развиться вначале трудно. Но тут я был просто в тупике. Что бы я ни высадил, все будет бесполезно из-за всего лишь одного зомби. Подход, например, к футболисту был такой. Я просто один из рядов позади атакующих растений переоборудовал в минное поле. Если он все-таки прорвет мою оборону, то хотя бы до подсолнуховой косилки не добежит. С прыгунами ситуация чуть другая. Когда есть уже какая-то минимальная оборона, они мигом перестают быть проблемой. А для того, чтобы они не были и в самом начале, приходится просто ролить до удачного спавна зомби. Ну и что же в конце концов делать с персоголовым? Тут на самом деле варианта 2. Оба они очень неприятные, но один из них все же куда проще реализуем. Правда, в тот момент я этого не понимал и решил пойти по второму, отчего мой путь и был настолько тернистым. Суть его заключается в том, чтобы моя лужайка наносила по всем зомбям настолько много урона, что у персов даже возможности взорваться не было бы. Звучит уже почти невозможно в условиях ночной крыши, а на деле все еще более страшно. На уровень я потратил даже больше времени, чем на 6,2, а на том я по большей части просто тупил и рестартил чуть ли не в самом начале. Тут же почти все мои попытки были очень долгими, потому что в начале у меня частенько все шло неплохо, и проблемы появлялись только на второй половине уровня. Выполнить задуманное было реально тяжело, потому что все хорошо дамажащие растения стоят довольно дорого, так что мне тактики приходилось очень много раз. Тем не менее, заебывать вас как в прошлый раз я не буду, и давайте сразу к делу. Ну, в общем, да, выигрышная тактика была найдена довольно быстро, так что дальше оставалось только надеяться на удачу в начале уровня во время фарма, и в конце, когда выйдут все эти перцы. Еще, кстати, одну прикольную
приколюху вам расскажу, вы сейчас от кринжа умрете. Короче, к тому, что у обычных зомби есть свои вариации, мы давно привыкли, и этим нас не удивишь. Но внимание, вариации есть и у зомботаников, блять. Что побудило автора сделать свой мод настолько мразотным, я не знаю. Но тот факт, что я взялся за его полное прохождение, меня потихоньку убивал изнутри. У перса вариаций всего две. Обычная, имеющая конус на голове, и еще одна, имеющая на голове... колесо, видимо, хуй знает. Прочности не имеют одинаковую, но чел с колесом прямо перед взрывом меняет свою линию и бахает уже ее. В основном это, конечно, сильно мешает, когда он бахает линию, на которой растение больше, чем на той, по которой он шел изначально. Но иногда может и спасти, когда он переходит прямо на пустую. У зомби-кабачка и зомби-грохострела тоже вариации были, но о них поговорим, когда уже непосредственно встретимся с ними в бою. Ну и что же мы имеем? Алгоритм действия разработан и отточен, метод борьбы со всеми зомби мы знаем, осталось только раз за разом проигрывать, надеясь в конце концов на успех. Ну и спустя еще кучу попыток, проебов и рейджей, вот оно победа. Но как же я ее добился? Нужен нам был, как я уже говорил, большой урон. Больше всего урона в игре наносят всякие мракогрибы, кукурузные пушки и арбузы. Из этого всего нам, естественно, подходят только последние по причине цены. Их я как основных атакеров и использовал. Методу эффективного фарма на старте я вам уже рассказал, так что остались только вот эти вот суки-футболисты и перцы. Для футболистов у меня был целый ряд мин, а для перцев сборник самых действенных молитв, которые раз за разом перечитывал в надежде, что они не бахнут. Иногда срабатывало, иногда нет, но в общем счете с уровень взорвались они трижды, один раз из которых на пустом ряду. По итогу на большой волне у меня оставался только один незащищенный ряд, на котором никто и не пошел, потому что незадолго до этой самой волны я там потерял газонокосилку. В конце концов, арбузы почти со всеми справились, умудрились прорваться только вот эти вот два футболиста, но на том ряду газонокосилка все еще была жива, так что пронесло. 5-й уровень на каждой из предыдущих локаций был мини-игрой, 6-й этап исключением не стал, завез нам вот такой вот прикол. Воевать нам нужно в саду Дзен, а вместо лопаты мы имеем перчатку, которой можно переставлять растения. Доступно всего 6 слотов, и зомби против нас такие. Компашка не самая приятная, но подход ко всем из них я знаю. Так как уровень привносит в игру такую интересную механику, я тут же принял решение использовать ее на максимум и взял мракогриб. В планах у меня было таскать его по всему полю и убивать с его помощью зомби. Естественно, делать это очень проблематично, потому что из-за его небольшой дальности высок риск, что его просто съедят, но чисто по приколу почему бы не попробовать. Ну и по итогу, пытаясь уберечь его от танцора, я нечаянно поставил его прямо перед зомби с дверью. Тот на него подул, и гриб пропал. Во второй раз решил взять горохометы и также таскать их с линии на линию. Я вам даже с удовольствием это показал, но запись, сука, поломалась и не сохранилась, так что попробуйте как-то визуализировать это у себя в голове. В третий, ну или в какой там раз, я не знаю, сколько попыток у меня не записалось, я взял ледяные арбузы. Почти прошел, вот так вот красиво все выставил, но сначала случилось обстоятельство под названием зомби с коробкой, а сразу после него обстоятельство зомби с шестом, который, как обычно, перепрыгнул через газонокосилку. После проигрыша, кстати, зомби идет не в дом, а просто куда-то за пределы экрана, что выглядит пиздец как жутко. Еще на этой попытке я узнал, что оказывается для борьбы с летунами кактусы не обязательны, их можно убивать и катапультами, что буквально освобождало мне целый слот. Если бы я об этом узнал 3 уровня назад, то попыток пройти 6.2 было бы раз в 5 меньше. Также, возможно, вы упомните вариацию зомби с дверью с горохометом из первой части, так вот про нее тут рофл тоже есть. Один раз так получилось, что эта падла вышла прямо на линии, где самым крайним растением была пальма. Ну все, пизда зеленому, подумал я, но не тут-то было. Внезапно горошинки начали отскакивать от пальмы обратно в зомбаря. Урон ему, конечно, не наносился, но выебываться по этому поводу я вам запрещаю, потому что механика все еще очень полезная. Также вот вам немного нового про зомби-танцоров. Во-первых, я понял наконец, что делает чел с подсолнухом на голове. Он умеет хилиться и вроде как немного хилит других зомби, но проблемы он тут не был. А во-вторых, здесь я встретил еще одну вариацию танцора, которая по какой-то причине не встретилась мне на ночной локации. Это танцор, которому похуй на растения, и он своей лунной походкой в ускоренном темпе идет к газонокосилке. Ну либо прям в дом, если ее нету. Урон он, конечно, все еще восприимчив, но убить его на такой скорости крайне проблематично. Контрил я его минами. Вообще, как я знаю, на него еще и чеснок действует и как-то, видимо, заставляет идти на обычной скорости. Но я один раз попробовал, у меня ничего не получилось. Поэтому мины все же вариант более надежный. Мины в целом тут хороши, потому что их можно куда угодно перетаскивать и таким образом спасать какие-то ряды. Я их старался выращивать на свободных клетках, а потом в экстренных ситуациях переставлять прям под зомби. В конце концов, на финальной попытке я взял подсолнух с фонарем, мину, пальму, арбуз и зачем-то орех. Орехом я почти не пользовался и, наверное, все же стоило заменить его на какую-нибудь вишню или перец, потому что под конец уровня, прямо перед последней волной, я умудрился сразу 3 косилки всрать, а мог в теории вообще без потерь пройти. Ну, короче, мини-игра прикольная, ставлю 2 балла из 100, идем к следующему уровню.
А дальше у нас очередная мега сложная поебень. Я уже серьезно начинаю ненавидеть четные числа, потому что в этом моде каким-то хуем вся сложность приходится именно на них. В общем-то, сходу уровень прошелся на 17 раз. Вам эти числа, скорее всего, уже даже не говорят ничего. Для вас просто обыденностью стало, что начинается новый уровень, я вам говорю какое-то случайное двузначное число, обозначающее количество попыток. Но попрошу вас не обесценивать мои страдания, потому что из-за этого видео я как минимум на несколько лет раньше словлю инсульт. Ну так вот, по количеству попыток можно подумать, что уровень легче остальных четных, но я вас разочарую, потому что это буквально самый сложный уровень локации, а проигрывал я тут меньше просто потому, что уже более-менее понял, как и что тут делать, чтобы каждый раз не сосать. Что касается состава зомби, то тут все вообще весело. Есть тут и танцор, и зомби с коробкой, и невидимая вариация, естественно, прилагается, и грохострел с кучей разновидностей, и кабачок, и как вишенка на торте ебучий перец. Как же я, сука, скучал. Но не все так плохо, а теперь с нулевой секунды у нас не 4 дорожки горшков под растения, а целых 5, а значит высаживаемые на самый край споры-грибы смогут доставать до зомби в начале уровня. Ну и стоит, наверное, сразу объяснить прикол новой вариации грохострельного зомби, потому что для повествования это будет очень нужно. Держит он в руках дверь, замаскированную под пантограф, а обилка его в том, что он превращает всех идущих рядом зомби в горохострелоголовых. Ну ладно, не прям всех. Если бы это работало на персов, заменяя их головы на горохострел, то, наверное, было бы даже лучше. Но других зомботаников он, к сожалению, не трогает. Ну то есть, чтобы вы понимали, встретить мы тут можем и танцора горохострела, и танцора, игнорирующего все растения горохострела, и зомби с коробкой горохострела, и невидимого зомби с коробкой горохострела, наверное. Если вот на предыдущих уровнях я пытался выжимать максимум из заведомо неудачных попыток, где по несколько зомби с конусом на старте выходит, и вот ебись с ними как хочешь, что тут я уже ролил не стесняясь. Причем ролить приходилось даже не только из-за неудачно вышедших зомби, но и из-за собственных затупов, когда просто забыл купить грабли, например. Грабли тут на самом деле довольно противоречивая темка, а прикол в том, что следующая партия зомбарей не будет выходить гораздо дольше, если ты еще не успел расправиться с первой, а вот грабли, убивая одного из первых зомбарей, по сути сразу же следующую партию вызываю, так что они даже не для всех уровней этой локации подходят. Тем не менее, здесь я их покупал, потому что игра не стеснялась выдавать зомби-горохострела с дверью буквально первым же на уровень, а убить его чем-то кроме них весьма, как вы понимаете, проблематично. Ну и все мои рероллы сводились всегда к поиску такого расклада, чтобы среди первых вышедших зомби либо вообще не было горохострелов, либо был один и выходил он именно на линии с граблями. По сути, таким образом выживать до первой волны было крайне просто. В качестве атакующих я использовал дымогрибы, и против дверных они работают очень даже хорошо. И эта поднятая цена прям уж такой обузой не ощущается. Но проблемы, как вы понимаете, всегда начинаются уже после первой волны, когда в игру вступают перцы. Сейчас, кстати, вам клип прикольный покажу. Ну просто такая вот небольшая демонстрация, как выглядит нервный срыв. Это уже была хуй знает какая по счету попытка, и как же я заебался уже на тот момент играть. Вот без пиздежа, если бы я играл просто для себя, а не на видео, я бы этот мод уже на уровне 6.2 дропнул. Продолжила я играть реально только из-за чувства долга перед зрителями, потому что каким-то хуем пообещал им вторую часть. И, кстати, чтобы дважды не наступать на те же грабли, скажу, что видос с мини-играми, если и будет, то стопроцентное их прохождение я вам не обещаю. На этой же попытке, кстати, я настолько тильтанул, что даже забыл выключить запись, и у меня буквально 10 минут просто записывался экран проигрыша. Вот это контент, я считаю. Вообще, подобных рофлов у меня тут навалом было. А вот, например, идет зомби с коробкой прямо между моими грибочками и чесноком. Казалось бы, что может пойти не так? Бам нахуй, и больше атакующих растений у меня нету. Ну или вот, все идет крайне хорошо, имею 2 линии дыма грибов, засаживаю потихоньку третий, а потом раз хуяк, 2 хуяк, 3 хуяк, 4 хуяк, 5 хуяк, ну и на добивочку 6 хуяк и 7 хуяк. Могу, кстати, одним интересным фактом порадовать. И здесь, короче, такая противная фигня. В общем, все эти зомботаники в оригинальном ПВЗ появлялись, как вы знаете, только на одном единственном уровне. Зомботаника 2, поэтому разработчики приняли вот такое вот решение на большую часть механик, связанных с ними, забить хуй. Ну то есть, например, у зомби-перса есть свой таймер, по истечению которого, если его не убить, он бахнет. Ну и логично будет предположить, что если ему, например, на ебальник масло закинуть, то таймер взрыва временно приостановится, как это было, например, у зомби с коробкой. Но вот разработчики так не думают, и часики продолжают тикать, даже когда он в замороженном состоянии. Эта же фишка есть и тут. Ты хоть, блять, в криокамеру засунь, они и там ёбнут. И я уверен, мне не стоит объяснять, как это мешает в прохождении. Ну и в сравнении с оригиналом, здесь у персов таймеры в разы короче, и взрываются они примерно доходя до третьей клетки. А теперь попробуй убей их до этого момента. Танцоры здесь тоже играли немалую роль. Они тут, в общем-то, очень быстрые, ходят просто быстро, а растения хавают вообще моментально. Так что и появляться могут до первой волны, когда ничего не высажено. Ну ладно, не буду вас больше заебывать, расскажу уже в подробностях, как я это все-таки прошел. Ну, значит, на этапе выбора растения взял всего одного атакующего, а остальное все ушло под солнечных и саппорты. Начало уровня проходит как и всегда, а пока я высаживаю солнцедавалки, а от врагов отбиваюсь с парагрибами и минами. Дальше, когда 3 ряда сам-продюсеров уже есть, можно начинать высаживать дымогрибы. Тут принцип прост, если на крыше есть какой-нибудь дверной мудила, то ставим гриб напротив него. Таким образом,
образом доживаем до первой волны, и тут начинается вторая стадия этого уровня, где надо ебейшим образом все контролировать, чтобы полученный прогресс не проебать. Я вам уже говорил, что с перцами есть два пути борьбы. Первый просто дамажить, чтобы они умирали не взорвавшись, и второй секретный, который я собственно и использовал. Суть его в том, чтобы набрать дохуя инстакиллов и просто всех появляющихся перцев хуярить прям при входе. Работает, буду честен, с переменным успехом, ряды я все еще проебывал, но уже не так интенсивно, как раньше. Ну и вот мы близки к последней волне, тут тоже варианта развития событий всего два. Зомби тут просто туча, и дымогрибы не справляются, но вот что можно сделать. Либо всех к хуям взорвать до того, как они подошли к косилкам, либо дать им затриггерить косилки, чтобы на большой волне зомби на этих линиях не вышли. Ну и если потерять их впритык к большой волне, то и на ней, соответственно, зомби эти линии также проигнорируют. Но и тут может возникнуть проблема, а именно тарзанщики. Им вот как раз глубоко поебать, есть там у вас косилка, нету, они спускают зомби вообще куда угодно, и не всегда это может быть вам на руку. Один раз я как раз пошел по второму пути и до волны затриггерил 4 косилки, чтобы зомби пошли только по одной линии. Но тарзанщики, естественно, спустили зомби не там, где надо, и я проиграл. Причем тут я даже мог победить, я прям очень сильно затупил, заюзав на этих зомбарях вишню вместо гриба судьбы. Поэтому уже в следующий раз, когда мне выпал такой шанс, я поступил куда умнее и успешно подорвал всех скопившихся зомби грибом. А тех, что вышли на волне, уже соответственно халапеньо и вишенка, я потеряв в конечном итоге всего одну косилку. Уровень был в натуре сложный, но смекалочка и гриб судьбы тут все затащили. 7-й уровень вообще лайтовый, прошел на 7-й раз, но по идее мог и лучше. Разнообразие зомби здесь, конечно, поражает. Тут и дуэт на колымагах есть, и летун, и зомби с пола, но что важно, нету зомби с конусом, а это значит, что в начале уровня никто кроме обычных зомби идти не будет. 5-й ряд горшков у нас никто не отбирал, и раз уж у нас есть пара грибы, то мешать развиваться на старте нам не будет буквально ничего, даже грабли покупать не надо. Тактика здесь тоже незамысловатая. Засадил 2 задних ряда арбузами, следующие 2 сам продюсерами, ну и на самый крайний ряд посадил колючкой против зомбони. И да, здесь их можно высаживать прямо на крышу, не спрашивайте. Я, кстати, забыл взять пальму зонтик, из-за чего мои арбузы постоянно находились под обстрелом. И казалось бы, ошибка фатальная, но вот нет. За весь уровень катапульт было всего 2, одна перед волной, другая на ней. На 8-м уровне появился громила и зомби-орехи. 2+2 в голове я сложил и пришел к выводу, что лучше всего будет использовать тут капусту. Я вот вам серьезно говорю, в памяти у меня почему-то отложилось, что я не смог пройти уровень по этой тактике, но сейчас я пересмотрел геймплей и все в натуре получилось. Ловите идею, кстати, мододелы, ПВЗ мод на деменцию, думаю, всем понравится. Прошелся уровень по итогу на вторую же попытку, ну то есть по сложности он примерно наравне с уровнем 6.3, ну что-то как-то слабовато для четного уровня, конечно. Тут еще был зомби-горохомет в ведре и зомби-горохомет с крутилкой с двойного упыриного на голове. Один просто прочный, а второй прочный умеет стрелять по бокам. Ну то есть второй здесь работает как обычный горохомет в даммоде. Долго задерживаться на этом уровне, я думаю, смысла нет. Закончила его, переехав всех зомби с финальной волны косилками, так что давайте к 9-му, он поинтереснее будет. Сюда я потратил 23 попытки, нихуево. Она мог буквально пройти с самой первой, если в конце уровня не поднасрал зомби на тарзанке и не пустил на этот ряд газонокосильщика, которого мне нечем было убить. Пытался тут обороняться арбузами и дымогрибами, и все шло крайне хорошо до момента, пока... внимание, зомби-орех с газетой почти полностью не задавил мой ряд. Мне уже порой начинало казаться, что я свои галюны на бандикам записываю, а не в реальный мод играю. Ну просто, ну как такую хуйню можно в здравом уме придумать? Зомби-высокий орех с газетой в руках, вытаптывающий растения после ее потери. Ну короче, ладно, эта тактика не сработала, а показываю следующую. Тут я высадил 3 ряда капусты и работало все супер. И урон хороший, и ледяные арбузы стабильно летят. Но ближе к концу зомби стало слишком много, и капуста не справилась. Следующая куча попыток это чисто рестарты, потому что зомби очень неудачно спавнились, а обороняться я взялся арбузами. Один раз был прям на волоске от победы, но опять зарунил тарзанчик. Дальше еще куча рестартов, ну и вот наконец успешная попытка с всего 2 потерянными под конец косилками. Тактика точно та же, 2 ряда арбузов, 1 дымогрибов и 1 чисто под мины. Ну и наконец 10-й уровень и по совместительству босс. В прошлой части я выебывался, что битва с зомбосом была слишком легкая, но сейчас все стало на свои места, потому что тот босс был фейковый, а вот тут вот прям трули финальный. Игра нас тут немного обмануть пытается, делает вид, что у нас тут будет обычный уровень с 2 зомботаниками и прыгуном, но буду честен, я себе все уже давным-давно заспойлерил, так что сразу набрал прикола, чтобы хуярить огромного робота. Поначалу расчет был в основном на капусту, потому что, как я уже говорил, по боссу она бьет очень больно, но все же не особо это была хорошая идея, потому что из-за их перезарядки высадить их много в самом начале будет довольно проблематично. Вообще особо тактики я тут не перебирал и крайне быстро пришел к своей итоговой, а именно все виды катапульт, подсолнухи и горохострелы. А, ну да, забыл сказать, тут нам со старта дают 4000 солнца, но при этом солнечные растения брать все еще можно. Вообще звучит многообещающе, куча солнца и возможность выбрать растения на битву с боссом. Казалось бы, простор для приколов огромный, но на деле свобода это мнимая. Ну типа солнца у нас не так уж и много, что прям что-то интересное пытаться выстраивать, да и зомбос все еще умеет всякими машинами кидаться. Так что даже при большом желании ёбнуть громадину какими-нибудь кукурузными пушками не выйдет. Ну и я решил не выебываться и играть буквально от тех же растений, которые нам были доступны во время обычной битвы с боссом. Ну а так как слотов у нас 10 как-никак, добрал еще всяких рафлинок, которые по идее должны помочь. У меня это горохострелы и грибы судьбы. А вообще происходило тут все примерно так. Начинается бойня, мигом высаживаю гриб судьбы, дальше начинаю высаживать все катапульты и горохи. Это я уж прямо тренировал за столько неудачных попыток. И вся моя оборона была готова уже спустя меньше чем минуту после начала
начала уровня. Дальше, соответственно, когда зомбос наклоняется, мы его подрываем грибом, а потом в зависимости от цвета глаз либо еще раз подрываем, либо замораживаем. Вообще тут есть дикий дисбаланс между огненными шарами и морозными, потому что если во время первого наклона он кастует ледяной шар, то дальше все со 100% шансом пойдет по пизде. Во-первых, морозный шар нужно убивать перцем, поставленным ровно на ряд с этим самым шаром, в отличие от того же огненного, против которого достаточно в любое место на лужайке поставить ледяной гриб. Во-вторых, после взрыва халапеньо босс хоть немного и продамаживается, но вполне успешно поднимается и снова на время становится неуязвимым. С грибом же ситуация другая, потому что пока робот в заморозке, а она тут довольно долгая, катапульты успевают очень хорошо его надамажить. Особенно противно, когда босс кастует 2 ледяных шара подряд, и халапеньо просто не успевает к тому времени перезарядиться, так что ты просто полностью теряешь свой ряд. Ну короче, проигрывал я так по КД и реально долго не мог понять свою ошибку. Что же я делаю не так-то, ёпта, а пока не обнаружил вот что. На нормальном файте с боссом ставить растения прямо под него игра не позволяла, а самый крайний ряд справа был заблокирован. Из-за этого обучить новую механику перца с вертикальными взрывами не получалось, потому что эти самые вертикальные взрывы босса не задевали. Тут же все крайние клетки доступны, и сажая на них перец, когда босс наклоняется, его будет дамажить не один взрыв халапеньо, а сразу нахуй 5. Одна только эта штука делает файт в 100 раз легче, и его прохождение вообще никаких проблем не составит. Если бы я знал этот прикол с самого начала, то естественно всех этих 26 попыток не было бы, и я бы с гордостью мог заявить, что босс все еще сосет прям как на уровне 5.10. Но имеем что имеем. Забираем серебряный подсолнух и с гордостью выходим в меню. Ну на этот раз, я надеюсь, все. Да ты заебешь.